Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUI, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». Сегодня у меня подписчик под псевдонимом D. Просто D. И если вы ждете, что будет какое-то продолжение, то нет, у него просто ник D. Вот знаете, как у Супермена буква S на груди, то у него буква D на груди. Мне очень интересно узнать всю предысторию данного никнейма, поэтому я надеюсь, он в комментариях поделится, как он пришел к выводу, что он хочет назвать себя просто буковкой D. И что это конкретно означает. Может, там какой-то, знаете, скрытый смысл, подсмысл, там что-то такое углубленное, может, там что-то такое разлетело. Короче, в комментариях напишешь, что означает буковка D. И почему ты все-таки сделал такой псевдоним. Если что, то ранг у него несколько сезонов был Ферзь, потом он делал перерыв, сейчас у него ранг Ладья 9. Вот, и перед тем, ребят, как мы сейчас погрузимся в данную каточку, я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях есть ссылка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Потому что часто такие вопросы летят, обращайте внимание на закрепленные комментарии, там вся информация есть. Все, переходим, читаем, отсылаем. Все. Все, ни слова больше. И еще напомню, я хоть и говорил в 12-часовом ролике, но скажу и тут, что в воскресенье, в это воскресенье, не там в следующее, а именно в это воскресенье, в 18:00 по киевскому времени будет стрим. Стрим лобби с подписчиками. Поэтому всех жду. Кто, соответственно, будет участвовать, то все равно запасайтесь вкусняшками, все такое. Вот. Ну, в принципе, просто запасайтесь вкусняшками. У кого будет не очень хорошее настроение, то все равно приходите и постараемся поднять. Постараемся поднять. Я думаю, будет очень интересно. Гоблины мехи ему со старта пришли. Его, конечно, только что что-то сенсор туда-сюда полетал. Неизвестно почему. Предметы так себе эти, конечно. Оно будет ролить? Да, ролит, рандомит. Рандомит. Талисман хороший упал на самом-то деле. 50% возвращения урона. Ну, я вот, кстати, бы не ложил бы медальон вот это вот первого тира на 25% уклонения, потому что медальон первого тира как бы потом не раскрывается. Не раскрывается в плане того, что миссы попадают, и все, медальон активировался, вот, 3 мисса подряд сейчас вылетело. Ну, ладно. Ну, как бы такое. Но, в принципе, на самом деле, Тинкер хорошо сейчас закастовал свои способности. Из-за этого резак нормально сейчас чувствует. И он вынес еще, кстати. Еще и халявный ролл получил. Еще и усиление получил. Похоже, здесь каточка потной не будет. Чё у тебя сенсор? Что такое? Что у тебя с сенсором? Что тебя так, ну, немножко подергало, скажем так? Немножечко. Не такой шахматист, такой разноцветный петушок. Такой шахматист должен быть у всех, кто играет на инсектоидах, абсолютно. И только на нем он должен играть, который играет тупо на инсектоидах. Чтобы сразу все заранее знали, кто он такой и с чем его как бы мешать можно. И, кстати, ребят, я хочу выразить огромную благодарность каждому своему подписчику и зрителю, потому что вы проявляете огромную активность в продвижении моих роликов и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное вам спасибо. И поэтому, ребят, еще раз обращусь, мне нужны ваши лайки и комментарии для того, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендаций. Поэтому уделите минуту времени, поставьте лайк, поставьте комментарий. И кто не подписан, то подпишитесь, потому что хочу достичь 2000 подписчиков. Осталось совершенно немного. Вот прям, ну, вот такая громулечка осталась. Меньше 30 человек. Или меньше 40. Меньше 30. Меньше 30 человек осталось. Давайте, поднажмем. Просто все вместе возьмем, таки поднажмем. Хочется уже, хочется. Что я хочу сказать по его изначальному билду. Вот то, что я вот, скажем так, поверхностно вижу. Кстати, Фуриона не купил почему-то. Почему, непонятно. Но ладно. Поверхностно я вижу следующее. То, что он держит Вич-доктора, скорее всего, здесь будут боги-жрецы. Боги-жрецы, естественно, через Вич-доктора. Это, по крайней мере, то, что вижу я. Кстати, тут неприятненькие такие чудики пришли. С Фиром, но вообще плевать, когда у тебя Тинкер 2 звезды, потому что он накидывает свои ракетки прям от края до края. Полный рот накидывает их. Я думал, он выйдет в деньги, потому что как бы... Ладно. Я на самом деле думал, что он реально выйдет в деньги. Почему я так думал? Потому что он не продавал стол, то есть у него были там излишки фигур, он мог продать эти излишки фигур.
Так, понял. Забираю свои слова назад. Продал, если что, он двух вич-докторов. Значит, тут будет... Тут не будут боги житься, значит, тут что-то будет иное. Но, естественно, по превьюшке вы поймете, скорее всего, что здесь будет. А я, как бы, ну, я первый раз смотрю. Как я уже говорил ранее, по традиции, я не смотрю реплей заранее. Не смотрю. Вот. Поэтому... Хотя, на самом деле, я думаю, буду уже, наверное, просматривать только первые пару раундов, чтобы посмотреть качество записи, FPS и вот такие вот мелочи. Все. Только вот такие вот, по таким мелочам я буду, соответственно, и смотреть. Вот. Чтобы, скажем так, немножко уже фильтровать. И, кстати, да, ребят, кто будет записывать с телефона, проверяйте записи, чтобы у вас был нормальный FPS. Потому что 24 в кадра, это, ну, больно, ну, глазам очень больно. Так что все. Так что все. Так. Ну-ка, хорош Тинкер. Молодец, Тинкер. Пока что старт у него шикарный. Тут как бы и добавить нечего. У него все отлично. У него есть халявные роллы. У него есть все. И он, кстати, не тратит эти халявные роллы. Почему, пока что не знаю. Хотя... Так, ребятки. Что я вижу здесь? Я вижу то, что у него сейчас есть Эмбер на столе. И надо брать уровень. Да, он берет уровень. И это нормально. Там, кстати, Лина у кого-то здесь собралась. Мне на самом деле вот эти вот выездные строчки как-то, но они мне, лично мне не мешают. Кстати, прикольная шахматная доска. Какой-то оккультистский обряд происходит или что? Пиковую даму вызываешь? Не, прикольная шахматная доска. Вот тут, кстати, его походу и вынесут. Тут сильнее стол пришел. Ну как сильнее? 4 орка плюс орк-охотник, а у него нету рукавички и бафчик вполне того, кого надо. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Не, то, что ему пришла панда, это хорошо. Это очень даже хорошо, что ему панда пришла. Интересно, что же будет дальше. Кстати, ребятки. Что вы думаете по поводу летсплеев по прохождениям игр? Как вам они будут? Как по мне, ну я просто делал уже опросы, и там зрители разбились на два лагеря. Кто будет смотреть, кто не будет смотреть. Вот поэтому мне интересно ваше мнение. Я вот спрашиваю, опросы провожу, только мало в них кто участвует. Хнык-хнык. Обида. Обида залита в груди. Интересно, он соберет себе панду какую-то 2 звезды? Ну, кроме пива. Пиво, я думаю, 100% соберет. А вот что-то адекватное, что-то нормальное, что-то человеческое, так сказать. Соберет? Я приколюсь, если он Эмбра соберет. В самом деле, он со старта мог бы поюзать эти вот сердца и апнуть себе как бы фигуры начальные. И мог бы сделать так, чтобы он не проиграл тот раунд. Но он решил этого не делать, поэтому как бы, как говорится, это его выбор. Решил так, значит пусть будет так. Посмотрим, что будет дальше. Копит халявные роллы, наверное, на хайранах, на хайлейт. Чтобы там на 8-м, на 9-м раунде он смог паролить. Да чё-то... На 8-м, на 9-м уровне, чтобы он смог паролиться с этими халявными роллами достаточно хорошо. И может быть какая-то легендарка ему упадет, при этом он не потратит никакие бабки. Вот что я хотел сказать. Чё, так сложно было? Капец. Меня так бесит иногда, что мой язык меня не слушается. Очень бесит. Смотрю, посматривает на кунг-фу. Так, ну мопчика вынес. Но у него стол хороший был. Тяжело с таким столом проиграть. А что по реликвиям? Яичко. Яичко это хорошо, только будешь когда-то их активировать. Я думаю, ты будешь позже их активировать, или ты будешь сейчас активировать. Клокер 2 звезды хорош, перекинул сразу талисман, если что. Клевер, кстати, клевер мы куда? Правильно, в панду, только... Я бы, наверное, в Эмбер на всякий случай закинул. Ну, мало ли, там есть какая-то призрачная надежда, что Эмбер будет чаще сумониться.
Мало ли. Кстати, тут боги. Вот мы как видим. Через Лину. Неприятненько. Талисман закинул в Клокверка, потому что у Клокверка больше хп, и, соответственно, талисман активируется, и он может больше впитать. Ой, как же Лина наваливает. Ну, жрица в 2 звезды не имба, ни грамма. Как я уже миллиардный раз говорил. Сильный персонаж эта жрица. Не очень мне понятно, что здесь будет. Вроде бы как бы и мехи, а вроде бы как бы и панда, а вроде бы как и то и сё. 5-10. Не знаю. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Кто вдруг не знает, то клевер, если что, работает на панд. Повышает, если что, на 2,5% к первому уровню синергии, а второму уровню на синергии, по-моему, почти на 3% повышает. Короче, не помню сколько. Там, если что, сами считайте. Просто вот эту вот сумму, которая там есть в синергии, умножьте на 25. То есть 10% умножьте на 25 и 12 умножьте на 25. 12,5 умножьте на... Или подождите. Короче, вы поняли. Короче, вы поняли, сами посмотрите. Сами посчитайте и напишите в комментариях, какие там итоговые цифры. Чисто для общего познания, так сказать. Но пиво есть пиво. Пиво придет всегда. То, что у него так много халявных роллов, это круто. Да, он, скорее всего, будет их тратить на 8 уровне, либо на 9, либо и то на 10, может быть, даже будет тратить. Сэкономит кучу бабла на роллы. Вот и все. Тут есть как бы мех. Вот этот гоблин, миньор. Посмотрим. Да, упад там 2 уровня, если что, 12% шанс на выпадение. Не, реально прикольная такая доска. Тут какие-то обряды производят, 100%. Так, волшебницу взял. Знаете, как вот сидишь и гадаешь, что же ты тут хочешь такое вот собрать? Ой, как хорошо сейчас лагуна закастилась, не в чернила Гримтача. Было бы обидно. Давай, ну куда? Ой, боже, какая ты... Ну, какая ты гниль на Тинкере, просто. Прям, ой, ёп... ПРСТ. Если бы вот эта вот утка на Тинкере только что закастила как надо, свои ракетки, а не в лоу хпшного огра, который сдох, то он бы выиграл этот раунд. Но вот этот обоссанный Тинкер решил, не знаю, там, самогона тяпнуть у себя там в свои вот эти вот кабинки, которые он там сидит. И ракетки запустить в одного огра лоу хпшного. Это... Меня в Тинкере реально такая тема бесит. И момент меня бесит, когда Тинкер запускает свои ракетки, и в этот момент какой-то персонаж перепрыгивать начинает. Все. Финиталя комедия. Ракетки куда-то в неизвестность улетели, в стратосферу, в Китай на доработку. Фу, меня аж прям побомбило чуть-чуть. О, зато вражеский Тинкер просто в его Тинкер такой чпоньк. По заднице, так сказать. Ладно, пока что у него все более-менее хорошо, на самом деле. У него сейчас 6 уровень, 78 хп, 52 монетки, у него довольно-таки неплохой стол, так что все, тут все, в принципе, у него замечательно, пока что. Но вот как будет дальше, вот мы и узнаем, как будет дальше. Яйца взял, ага. А, мне показалось, он активировал их. Но он их пока что не активировал. Хорошо. Пока что хорошо. В самом деле, вот яйца вот так вот со старта не всегда имеет смысл брать на 10-м раунде. Иногда лучше что-то другое взять. То, что конкретно тебе даст импакт в текущий момент. А не, ну, в принципе, все ситуативно. Надо смотреть ситуацию. Но в данной ситуации, как по мне, я бы, наверное, нашел все-таки ну, какую-то другую реликвию. Потому что сейчас она все равно там висит 10 раундов. Там, может быть, придет что-нибудь хорошее. Но в данном случае тоже тут у него прикол из-за того, что у него Эмбер есть. Если он соберет Эмбера в 2 звезды, то будет шикарно. А кого мы тут видим? А мы видим тому, что ему пришлось еще... О, давай, молот грома бери, апай Эмбера и все в Эмбера закидывай. Давай. Нет. В Эмбера. Эмбера через яйцо апай.
Говорю, Эмбера через яйцо апаем. Эмбера через яйцо апаем. Давай. Миндальная связь. Не хочешь? Ладно, окей. Расстроил ты меня как-то. Но на самом деле, типа, можно было бы и через яйцо апнуть этого Эмбера. Было бы неплохо. Он бы его спокойно бы сейчас апнул. Получил бы себе сильную фигуру в 2 звезды, которая тоже, ну, неплохо бы надавала урона. Плюс с предметами, если что, там, допустим, те же самые молнии, все такое, там бы молнии за каждый вот такой вот прилет полетел. Ну, короче. Как сделал, так сделал. Но вот в данном случае он бы мог бы не так сильно в харе получить. Но из плюсов, этот чел сейчас сидит без денег в 7 уровне, но из плюсов у него весь стол в 2 звезды. Но я бы усилился все-таки. На его месте я бы усилился и все-таки бы апнул яйцом Эмбера. Потому что Эмбер, ну, извините, 200 урона, а со шмотками там было бы больше урона. Мог бы еще, конечно, там поставить убийц сверху, но это уже такое. Синергия первого уровня убийц тоже неплохо бы ему помогла. Ну ладно, наблюдаем дальше. Наблюдаем дальше. Вот просто реликвия с яиц сейчас как бы бесполезно сидит у него. Ладно. Ладно. Было и было. Чел Рубика там нашел 2 звезды. Хорошо, хорошо. Реально, походу, хочет через мехов играть. Я не эксперт, но все показывает на то, что он хочет сыграть через мех. И золотые роллы держит, и все такое. Ну что ж. Наблюдаем, смотрим, ждем. А что ему пришло? Что ему пришло сейчас? Или мне показалось? Ага, Марси ставит для кунг-фу, это хорошо. ДК в 2 звезды. Ого. А зачем пиво керить? Из-за синергии кунг-фу, так... Ну, как по мне, это ошибка, конечно. Хотя посмотрим. Нет, там есть вариант, что сработает ваншот от кунг-фу. Есть вариант, потому что есть пиво, как бы все такое, но на самом деле, как по мне, это ошибка. Ну, это очень слабо, смотрите, 2500 урона всего лишь. Но если бы там опустилось хп ниже 50%, то могло сработать действительно кунг-фу, могли сработать ваншоты. О, алхимик засумонился. Хорош. Такой сразу алхимика берется. На базу. Домой. Не. Надо гоблина-убийцу ставить и уровень брать. На 8 уровне ты сможешь так сделать, а сейчас нет. Богов много, смотрю. Боги-маги. Тут довольно-таки огромное количество богов-магов. Да, вообще 0 импакта от этой пивной панды. Сейчас тупо тратится хп. Но сильно его выносит. Чел уже Кто-то уже вылетел до 19 раунда, обалдеть. Такого я не ожидал поворота событий. Продавай Марс и бери уровень и ставь себе фулл гоблинов. Но в Эмбера, я так понимаю, он не верит, поэтому Эмбера керить он не собирается. Почему пивнуху закерил? Я сейчас не понимаю. Так. Д. Напишешь в комментариях, почему ты закирил конкретно пивную панду. В чем прикол, в чем смысл и в целом в чем смысл. В чем смысл? Короче, не понял, в чем смысл. В чем смысл этой панды? Я пытаюсь как бы провернуть свою. Кстати, мог бы эльфийскую волшебницу продать, взять себе 8 уровень. Типа от одной ничего страшного. У тебя все равно еще 2 есть.
Тут, кстати, ваншот сейчас работает. Еще один ваншот сработал. Вот бы этот ваншот срабатывал против противников. Что-то точит как-то грустно. Придется лишиться панды. Вот как. О, Мамора. Мамора. Че, давай, Эмбера? Или кого? Эмбер. Хорош. Интересненько. Так, контент набирает обороты. Так сказать, немножечко повысили градус. Только яйца ты, наверное, зря активировал. Ну ладно, в принципе. Плевать. В принципе, плевать. Активировал и активировал. Дальше будет видно. Сейчас 43 хп, 9 уровень. Кстати, редко открываешь таблицу игроков. Очень редко открываешь таблицу игроков. Хотелось бы почаще, чтобы проанализировать столы противников. Так, хорошо. Тут вынес. Там самая огромная проблема — это маг. Ух ты, ух ты! Ого. Ого. А так-то это сильная панда, если что. Сразу ее перекирил. Но она не в 2 звезды, пока что будет тяжело. Но, в принципе, это панда имба. Очень сильная панда. Если ее на ранних уровнях найти вообще в 2 звезды, там просто нереальный камнепад устраиваться. Там НАСА в шоке от такого метеоритного дождя. Ой, там Котл 2 звезды у кого-то. Ему нужно срочно магический деф какой-то. Без магического дефа его тут просто испепелят. Без шансов. Не, ему шар бездны нужен. Шар бездны, морские, вот что-то такое надо. Не, его тупо тут выносят. О да. Цветочку, о да. А что это значит? А это значит фуловые мехи. У гоблина убийцу убирай. Да, хорош. Отлично. В минер. Зачем минер? Странный выбор. Точнее, странно ты предметы перекидываешь. Ну, не очень мне это нравится, как ты предметы перекидываешь. Какая-то... Зачем минера керить? Вот минер сейчас там поставит минку, он не сможет задеть краем, допустим, того же гримтача. А ну-ка, заденет? Вот, тупо не задел сейчас гримтача. Минер, он должен в середине стоять. Ему нужна манреген, все такое, он бьет миной, но не с руки никак. Просто Мьёльнир сейчас, если что, постоял АФК вот, в персонаже и все. Типа, не надо так делать. Ну, не, ладно, не Мьёльнир. Да, сейчас мне начнут кидать, знаете, гнилыми помидорами. Майлшторм. Майлшторм не должен быть у таких вот героев. Это тупо чел, который выкатит свою минку, выкакает свою минку и все. Кстати, 4 раунда, если что, ему апгрейд никакой не пришел сейчас. Так, яйцо, отлично. Еще яичко, хорошо. Ага, отлично. Ну, это из-за реликвии ему так яйца сейчас падают. Ага. Пока не ролится, хорошо. Пока что не ролится, остановился. Окей. Если бы нефритовый генерал придет один, он его апнет 2 звезды, будет все замечательно. Ну, опять он в угол прыгнул. Ладно. 26 хп. Ситуация так... Ой, он сейчас золотой ролл получит. Он вот этого типа вынес и сейчас получит золотой ролл. Вот это я понимаю. Вот это сейчас будет контент. И что ты купишь на золотой ролл? Ну-ка. Или сейчас не будешь ролить? О май гаш.
Вот это да. Все, Эмбра поставил, Эмбра. Тупо даже да, в баню продал, короче. Да, это жестко. Опять Энигма перед... А минер что в углу стоит? Ну, короче, я надеюсь... Хотя, если ты его соберешь 3 звезды, там все равно массово будет всех бить. Ладно, короче, разберемся. Кстати, заметили? Эльфийка накинула свою цепочку на одну Урсу, и если что, эта Урса дамажилась. Под цепочкой. Типа, раньше такого не было. Насколько я помню. Когда цепочка на кого-то накинулась, то тебя никто не может дамажить в этой цепочке. И I'm an Easter egg. You found me. Is someone afraid of the dark? Деть. Неплохой выбор. Но мана плюс 50 можно было бы отдать кому-то другому, например, минеру. В принципе, 2 чернокнижников ему хватит с головой. Угу. Духов хочет. И тут есть дух пятерка, поэтому это будет жестко. Это будет лютое сочетание. Если он духа пятерку еще соберет в 3 звезды. Вот сейчас минера поставил середину. Вот сейчас хорошо. Сейчас еще и винстрик заберешь у этого молодого, и будет вообще же замечательно. Только отдай ману плюс 50. Отдай. Нормально так минеру его сейчас взорвал. Хорош. Энигма не так жестко выжигает. Вот там, вот, теперь ты смотришь, там куча магов. Энигма может спокойно выносить, но против плотных целей. Там процентажно он их будет сжигать, будет здоров. Я бы даже, знаете, как поступил? Я бы на его месте все-таки оставил в Энигме вот этот рог. А ману плюс 50 закинул все-таки... Да, ну, я думаю, это очевидно, короче. В чем смысл говорить очевидные вещи, правильно? Но то, что у тебя сейчас кристалл маны находится конкретно только в Энигме, это прям печально. Поделись маной. Поделись, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Он тоже хочет... Ну, хочешь ману? Ну, пожалуйста. Я ж ему там взрывает. Блин, его не выживают мехи. Просто 2 раунда подряд у него сейчас не выжили мехи в тупую. 2 раунда подряд. О, ты увидел? Кристалл маны, отдай минеру. Ну отдай минеру кристалл маны, пожалуйста. Фулл гоблинов я пока что бы не менял. Плюс хп-реген, плюс все такое, это сильно. Ману отдай. Ну отдай ману. Ну, ману отдай. Маны хочу. Вот я сейчас, представьте, я минер. Я такой, маны. Маны. Маны хочу. Отдай маны. Жлоб не дает ману. Не хочет давать ману. Ты посмотри на него. Глянь. Ну просто, ну... Мана не дает. Что теперь делать? Сейчас, кстати, плюс золотой ролл. Сюда. Челику тупо минус 17 табло зарядил. Да. Все легендарки. Просто шикарные. Духа пятерочку. Духа... Ты почему духа пятерку скипнул? Окаянный. Ты хочешь довести меня до сердечного приступа? Не делай так больше.
Тут пятерка имба. Че ты его скипнул? На самом деле, Минеров в 3 звезды такой слабый персонаж. Да, он там будет кастовать часто свою минку, но, как по мне, очень слабый персонаж. Типа, 1500 физического урона. Это у него воинов просто здесь нету, и поэтому дамаг как бы есть. Кстати, Лина ваншотнула только что, если ж... Ой, взорвал только что Лину. Ладно. Еще один золотой ролл. Ману таки не передал. Мана таки хорош. Берем. То, что ману он не передает, это плохо. Не делится маной. Отдай ману. Ману отдай. Вот что ты сейчас не отдаешь ману? Ты же смотришь на этот предмет. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Квапа тоже очень сильный персонаж. В самом деле он может здесь через легендарные дубликаты... дубликаты. Дубликаты сыграть. Через легендарные дубликаты мог сыграть. Цветка есть. Одну докупил бы, и было бы 2 цветки, куча халявных роллов. И рвал бы всех и вся. Вот цветка пришла. Смотри, как можно... Хаотичный договор тоже неплохо. Можно было бы сумку Пандамена взять. Взял бы сумку Пандамена на золотых роллах, было бы легче ему. Окей. Только отдай ману. Отдай ману, пожалуйста. Горн, кстати. Можно поставить и Горн. Ну нельзя так нельзя, ладно. 4 бога есть, окей. Ману отдай. Ладненько, смотрим дальше. Этого типа он должен схавать. Энигма не простит ему. Ой. Но у меня на самом деле такое бодренькое КД. Нормально так накидывает свою минку. Еще бы логи боя посмотреть, там где урон. Было бы шикарно. У меня сейчас сердечный приступ скоро случится. На ману смотрит, плюс 50, но ману не дает. Там минер, наверное, просто с слюнями сейчас просто сидит такой, и у него слюни текут изо рта из-за того, что нет маны. Ты знаешь, как по мне, баф полных чернокнижников такая помойная какаха. Можно было бы, конечно, вместо алхимика поставить некрам, было бы получше. Там бы отхил был. Там бы был бы отхил. Сидит в деньгах, в инстрике, пока все нормально, окей. Я так понимаю, он ждет духа чернокнижника, чтобы поставить его вместо алхимика, чтобы получилось 2 духа. Можно было поставить еще бы одного духа, и получилось бы 4 духа, ну ладно. Я тут хочу, чтобы ману плюс 50 передали. Но ману плюс 50 как-то не передают. Не хотят передавать. Жесткий тип вот этот. Но он еще жестче. Хорош. И винстрик сбил, и в морняку дал. Пока все более-менее хорошо. Редко, очень редко смотришь на вражеские столы. Очень редко смотришь на вражеские столы. Давай, ману, плюс 50. У-у-у! Моща! Ну,
Дальняя связь сработала. Правда, немножечко с задержкой, но ничего страшного. Немножечко с задержкой, но ничего страшного. Кстати, Хана бы, наверное, бы поставил вместо Гримтача, чтобы он посередине был, чтобы он кастовал свой станчик. Лина там 3 звезды. Да больно. Ну плевать, минки ставятся, минки взрываются. И Лина уезжает в next каточку. А не уезжает, там чил хитрый. Там чил хитрый. Он там с этими, с баночками на хпшку. Какой хитрый? Ты глянь на него. Ну ладно. В самом деле, ему бы в Энигму сейчас взгляд зайца и рефрешер, и было бы вообще шикарно. 2 бы хрона накинулась. Ой, хрона. 2 блэкхола накинулась, и там бы уже гала нереально. Было бы прикольно, если бы еще этот блэкхол бы стягивал. Прикольно было бы. Но это слишком имбово было бы. Но хотя на самом деле это такой способности, которая настолько редко... Ну, честно, она не так сильно дамажит, поэтому можно было бы сделать так, что это бы хрона... Вот, опять хрона. Чего у меня хрона на языке вертится? Вот этот блэкхол стягивал бы чуть-чуть. Было бы прикольно. Типа это было бы баланс. Это явно не имбой было бы, потому что там тики, они долгие. Сколько там? 15% на 3 уровне. 15% на 3 уровне, на секундочку. Много это? Да нет, это немного. Это слезы. Да продай ты его, не покупай ты чернокнижников фуловых. Бред эти чернокнижники фуловые. Алхима продай, он вообще не нужен тебе. Лучше... Ладно. Ладненько. Ну классно, ему Энигма пришла на 25-м раунде 3 звезды. От нее, конечно, импакта мало на той стадии было, но она выжигала добротно. Если объективно так посудить, она добротно выжигала. Ну, просто смотрите, какие куски отрывает, если что, этому дракону. Но вот она может отрывать куски только плотным героям. Кстати, Шарбезный отлично. Против магов прям самое то. Давай рефрешер. Вот рефрешер и будет вообще шикардос. Им будет сейчас попа боль. Можно и в середину не могу, в принципе, поставить. Сейчас, кстати, они бы немного переработали. Теперь Энигма кастует на самую плотную фигуру свой Black Hole. Там, кстати, Рубик в 3 звезды кто-то собрал. Инвокер 2 звезды. Неплохо, неплохо. Чпуньк. И давай еще один. Чпуньк. Не, ну под рефрешером, кстати, бодро идет. А вот под рефрешером сильно сжигается все. Очень сильно сжигается. Я бы даже сказал, увесисто. Увесисто сильно. Но осуждаю все-таки за духа 5. Духу 5 скинул, все, это минус. Это минус. Сейчас будет 10, интересно, что он будет? Ну, он будет ставить фуловых чернокнижников. Тут как бы и так уже понятно. Там чел нашел, если что, маску 5 тира. Ему нужно будет на всякий случай собирать дум. Вдруг чего? Если не будет пробивать. Потому что маску 5 тира будет уже трудно пробить. Ты куда рефрешер хочешь разобрать? Не трогай рефрешер, оставь его в покое. Ой, пошел жечь, пошел. Хорошо. Не, ну когда несколько блэкхолов на одной точке, там нормально так сжигает. Инвокер. Кстати, там еще одна Лина в 3 звезды.
Но 2 лины в 3 звезды это уже, ну, не шуточки так-то. Cool. But it's mine now. Хочешь у женщин? Не-не-не-не, не надо ставить. Да не надо ставить этих чернокнижников. Без Мьора тебе дамага не будет хватать. Надо Леона продать. Тьфу, Леона в Марс. Смотрю на Марс и говорю Леона. Ой-ой-ой, как это обидно. Как это... Ну там самый огромный плюс это то, что у этого чела нету тупо хп-регена. Тупо нет хп-регена. Был бы у него хп-реген, были бы проблемы. А так... Нет хп-регена. Нету. Нету и все. Кстати, там, если что, собрался нежный жрец 3 звезды. Забавный бой у них вообще. Бог-маг, бог-жрец. Нормас. Змейку, да, можно продать. Змейка не нужна, она бесполезная. Вместо алхимика я бы лучше вещь-доктора собирал. I am inevitable. Не, хорошо выжигает. Очень хорошо выжигает сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как там пошло выжигание? Добротно. Вот это было добротно. Вот это было хорошо. Хотелось бы, конечно, логи боя посмотреть. Да не... За... Зачем? Просто. Зачем? Волшебники уже не работают на друидов. Волшебники, если что, не работают на друидов уже несколько патчей подряд. Ну, это баланс, типа, сделали такой. На мобах хорошо видно. 25 тысяч чистого урона чисто. Хорош. Как с куста снял. Еще один хан идет ему. Сундук третьего... О, тренд. Все отлично. Хан в 3 звезды, хорошо. Но хан в 3 звезды на самом деле мусор. Сам по себе это мусорный герой. Не, ну надо было немножко не это, хотя там дума нету, в принципе, плевать. Че возьмешь? Че возьмешь? Че возьмешь? Да какой реф... Не трогай рефрешер, ну зачем ты рефрешер трогаешь? Не трогай. Жду пояснительную бригаду в комментариях. Я надеюсь, ты ответишь на все вот эти вот вопросы. Зачем рефрешер брал? I am the Eggman. Яйца сыпятся, будь здоров. Сейчас, если он еще и Варлока соберет в 3 звезды, это будет, ну, next level. У меня просто, ну, немножко, знаете, сердце трепещет от того, что я сейчас видел. Скипнуть рефрешер. Да. Можно духа пятерку покупать. Духа пятерка имба. Не, ну, да как-то слишком. Хотя, в принципе, плевать. Ты и так должен выносить.
Я, конечно, не совсем сейчас уверен в том, что ты должен так легко их выносить, потому что ты скипнул рефрешер, а рефрешер, извини меня, 2 хроны накинул, 2 блэкхола накинул, и все, там выжигание нереально идет. Слишком как-то ты веришь в это минимальное КД. Но тут уже и так понятно, тут уже и так торбо. Духи работают, дух 5 дамажит. Отхил есть, все замечательно. Так, давай в next. Все, пока-пока. Не, ну прикольно. 25-й раунд, Энигма в 3 звезды. Но конкретные вот эти вот действия, как вот с предметами, ну я не понял с предметами прикола. У меня чуть... Ну, вот с репрешером меня вообще это почти убило. Сильно Лина, но не совсем. Посоха 3-го тира не хватает этой линии. То есть там Лина могла быть намного сильнее, но в принципе, ладно. Мне добавить нечего. Все свои вопросы я озвучил как бы уже в конце. Почему ты сделал так, почему так. Все, короче, я жду ответы на свои вопросы, естественно. Что я хочу сказать по поводу этой катки. Прикольная катка, интересная катка. Очень даже, типа, реально зашла очень даже хорошо. Энигма в 3 звезды на 25-м раунде с помощью золотых роллов. Такое не всегда соберешь. Поэтому однозначно за такую каточку лайк. Хорошо получилось, все шикарно было. Типа, добавить нечего. Были, конечно, очень такие жесткие моменты с предметами, но это такое дело наживное, если что, научится. Вот. Ну, в принципе, все. А что мне еще комментировать? Как-то так. Мне катка понравилась. Понравилось комментировать. Вот такой вот лайк ставлю. Что думаете по поводу этой катки? Вы поделитесь, соответственно, своим мнением в комментариях. А также, кто еще не поставил свой лайк, обязательно поставьте, поддержите меня. Кто не подписан на YouTube, подписывайтесь, потому что скоро 2000 подписчиков. Также у меня есть, если что, телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!